Игра Alan Wake 2010 года выпуска считается одним из лучших образчиков хоррор-игр в современной игровой индустрии. Давайте разбираться, так ли это. Или Alan Wake просто переоцененный проходняк, который упорно пропихивал маркетинг для продвижения консоли Xbox 360. История разработки Alan Wake довольно интересная и сложная. Игра была анонсирована в 2005 году как эксклюзив для Windows Vista и Xbox 360, но затем была перенесена на неопределенный срок из-за технических и креативных проблем. Разработчик Remedy Entertainment хотел создать игру, которая бы сочетала в себе элементы психологического триллера, экшена и приключения, а также использовала новый движок Alan Wake Engine, способный реалистично воспроизводить освещение, тени и физику. В процессе разработки игра несколько раз меняла свой концепт и сеттинг. Изначально игра должна была быть более открытой и свободной, с возможностью путешествовать по разным локациям на автомобиле или пешком. Однако разработчики поняли, что такой подход не соответствует атмосфере напряженности и страха, которую они хотели создать. Поэтому они решили сделать игру более линейной и скриптованной с акцентом на сюжет и персонажей. Также игра изменила свой первоначальный сеттинг с города Брайт Фоллс в штате Вашингтон на остров в штате Мэн, а затем обратно в Брайт Фоллс. Разработчики объяснили это тем, что они хотели сделать игру более уникальной и оригинальной, а также отдать дань уважения таким произведениям, как Twin Peaks Дэвида Линча и романы Стивена Кинга. Alan Wake получил положительные отзывы от критиков и игроков, однако коммерческий успех игры был невелик, так как она вышла в одно время с такими хитами, как Red Dead Redemption и Super Mario Galaxy 2. В 2012 году игра была портирована на Windows и получила 2 дополнительных эпизода: The Signal и The Writer. В 2021 вышел ремастер версии для Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series XS. Ну и не забудьте подписаться на канал, чтобы не упустить наше новое видео. Alan Wake получил в основном положительные оценки от критиков и игроков. На сайте Metacritic игра имеет средний балл 83 из 100 для Xbox 360 и 83 из 100 для версии Windows. На сайте GameRanking игра имеет средний балл 84 для версии Xbox 360 и 83 для Windows. На сайте IGN игра получила оценку 9 из 10 и награду «Выбор издательства». На сайте GameSpot игра получила оценку 8,5 из 10 и награду «Выбор издательства». На сайте Eurogamer игра получила оценку 7 из 10. Ну, господи, 10 из 10, а, наверное, уже 11 или 12 из 10, и игра года. Игроки также высоко оценили игру Alan Wake 2010 года. На сайте Metacritic игра имеет средний балл пользователей 8,6 из 10 для Xbox 360 и 8,7 для версии Windows. GameRanking игра имеет средний пользовательский балл 8,6 из 10 для версии Xbox 360 и 8,7 для Windows. На сайте Steam игра имеет рейтинг очень положительный по отзывам пользователей. На сайте Konobu игра имеет среднюю оценку пользователей 8,4 из 10. Игру нахваливали за свой сюжет, атмосферу, графику, звук и музыку. Однако игра также получила некоторую критику за свой однообразный геймплей, линейность и слабый искусственный интеллект врагов и недостаток инноваций. В целом игра считается одним из лучших представителей жанра психологического триллера в видеоиграх. И вот настал тот момент, где я, как автор канала, должен заявить: я только что закончил проходить Alan Wake впервые в жизни, и это ни хрена не шедевр. Даю вам исходные данные. Да, оригинальный Alan Wake был куплен мной в Steam очень давно, и так он там и валялся. Буквально полгода назад купил Alan Wake Remaster для Xbox Series, и до него тоже руки не дошли. Ну вот я случайно узнал, что есть полная русская локализация от Games Voice.
И мне настолько стало интересно, что я нашел ремастер для ПК в зеленом стиме и накатил сверху озвучку. Ну а что? Имею право, ведь я ее дважды купил, совесть меня совсем не мучает. Из игр Remedy я проходил Quantum Break, который к концу игры стал душноватым и про который вспомнить нечего. И Control, которая мне очень понравилась, но правда я люблю все игры, где есть элементы Metroidvania. Вообще у игр Remedy есть общая черта, их игры всегда хайпуют. У них хороший сценарий и сюжетная линия, про что игра тяжело вспомнить уже через полгода после прохождения. Давайте так, я не буду рассказывать вам про сюжет первой части игры серии Alan Wake, поскольку данного контента на просторах Ютуба как говна забанили. Ну очень много. Даже на Твиче есть люди, которые отвечают на вопросы по лору данной вселенной с высоты экспертов. Мне с ними письками мериться не хочется, да и мои ролики всегда были про другое. Я снимаю материал про игровые механики и ощущения от них. И проще говоря, субъективщину. Но это для меня стало гораздо выше и важнее, чем вычурные истории и сюжетные повороты. Ведь если между заставками тебе становится скучно, то скорее всего это хорошая история, но плохая игра. И признаться честно, очень часто Alan Wake погружал меня в жуткую скуку и даже вызывал раздражение. И вышел я из этой игры с мыслью, что если убрать сюжетную составляющую, то Alan Wake игра так себе. Вся игра делится на 6 глав, которые преподносятся как еженедельные выпуски сериала. Плюс есть дополнительные бонусные серии, но про это потом. Проблема в том, что каждая из этих серий имеет четко выверенную и стабильную структуру. Дневной сегмент, где главный герой ознакомливается с окружением, местом, в которое он попал, и знакомится в общих чертах с персонажами данного сегмента. Мы ходим, долго рассматриваем окружение и впитываем ту либо иную информацию. Потом идет переходный сегмент, где ситуация начинает накаляться, и мы вынуждены решать небольшие загадки, не оказывая особого сопротивления. Оружия нет, фонарика нет, и мы по пути укомплектовываем свой арсенал на будущее. Третий сегмент присутствует всегда и в каждой главе. Это ночное брожение по лесам с фонариком наперевес и отстрелу местных порабощенных реднеков. И если вторую фазу игра иногда умудряется разнообразить, то третья фаза присутствует всегда и без изменений. Мы обязательно останемся одни в лесу и долго и нудно будем вынуждены плестись из точки А в точку Б, раскидывая толпы однообразных монстров. Особо остро это ощущается, когда проходишь первые 3 главы. Потом в 4-5 идет попытка как-то разнообразить данную формулу, но тут и там постоянно торчат плохо замаскированные костыли, которыми студия Remedy пыталась подпереть хромой геймплей. Но есть и проблеск. В дополнительном втором эпизоде, который носит название «Писатель», неожиданная игра приобретает вычурно-безумный стиль, который позже переймет в себя Control. Вообще считаю, что данный эпизод лучше, чем вся игра вместе взятая. Многие выделяют игру как прекрасный образчик хоррор-игр. Но тут у меня есть ряд вопросов. А бояться-то чего? Пусть мне кто-нибудь тыкнет пальцем в то место, где я должен был испугаться. Ну или эти неуклюжие скримеры в 5 и 6 главе должны были меня повергать в истерику. Где ощущение страха? Чего я должен бояться? Я так и не смог понять, где в явно мистической истории есть хороший образчик хоррора. Даже хождение по темным лесам с фонариком наперевес совершенно никак не пугает. Уважаемые игроки, вы должны понимать, что между мистикой и ужасом есть разница. И я уверен, что вы это понимаете, но вам нассали в уши маркетологи, что данное творение именно ужасы. Но в нем нет ничего страшного. Гнетущее ощущение есть, загадка есть, но нет присущего чувства страха, кроме как в пару неуклюжих скримеров. Единственное, что меня напугало, это образ Томаса Зейна. Меня пугала его неуместность. Я когда первый раз увидел его, аж взбрызнул, типа... Что? Ну, знаете ли. Нет, я понимаю, что он был водолазом, но, ребята, зачастую ныряльщики выглядят не так, а вот так. А это что за большой папочка? Ну или противники. По-моему, боевку тут не пинал только ленивый. У нас есть 2 вида двуногих противников. Алкаши с режущим и метательным оружием и громилы с дробящим. На каждый вид по 3-4 шкурки. Частенько нам устраивают аренные бои, где толпа данных тел просто в огромном количестве пытается пошинковать тебя на куски. И все, что остается делать, это прожимать постоянно у ворот и светить фонариком в лица. И чем дальше, тем чаще такие арены будут встречаться. И как по мне, это совершенно чуждо
чуждо ощущается в данной игре. Есть летающие птицы, которые словно заноза в заднице начинают слишком часто проявлять свою деятельность ближе к концу игры. И обязательно будут нападать в моменты передвижения то на лифте, то в фуникулере, то в вагонет. И это прям настолько предсказуемо, что тебе даже не удивительно от такого поворота событий. Есть одержимые предметы, которые тьма в нас метает, дабы сбить нас с ног. Ну и одержимые транспортные средства, которые выступают в виде своеобразных боссов. То комбайн с ума сойдет, то трактор. Почему нет босса вертолета в игре, мне непонятно, и причин для этого отсутствия я не вижу совершенно. Ведь в 5-м эпизоде вертолет присутствует. Я все ждал, когда он появится, а он так и не появился. Такое разочарование. И все это вкупе вызывает не чувство страха, а чувство назойливого раздражения. Мне нравятся многие визуальные решения в этой игре, мне нравится сама история и герои, но мне не нравится все, что между ними. Между визуалом и повествованием. А там скука и однообразие, которые полностью портят впечатление от игры. Я повторюсь, что этому особо подвержена первая половина игры, дальше дела идут получше, но впечатления уже тотально испорчены. И ты начинаешь откровенно раздражаться очередной ареной с кучей врагов, стаей клишированных птиц или падающей бочкой. Знаете, что удивительно? Что история, которая пытается позиционировать себя как не такая, как все в игровой индустрии, опирается на абсолютно клишированные и самые предсказуемые механики во всей игровой индустрии. Дальше я должен буду пройти Alan Wake American Nightmare, но возьмусь я за это через пару игр, поскольку нужно отдохнуть от данного сеттинга, дабы глаз не замылился и я не был слишком предвзят. Ну и в качестве вердикта, хорошая ли игра Alan Wake? В общем и целом да. Игра хорошая, но далеко не шедевр, как некоторые пытаются ее преподнести. Главное это играть в нее размеренно и не пытаться пройти все от начала до конца за один день, а то велик шанс получить передоз штампованных арен и реднеков. А мысль о том, чтобы пойти в лес на прогулку, будет вызывать у вас приступ рвоты. Растяните игру как хороший сериал, поглощайте порционно, тогда очень маленький шанс, что вы заметите проблемы данного творения студии Remedy. Ну а с вами был я, Стаффи Анкл, и это было мое непредвзятое мнение. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки, оставьте свои комментарии, ну и посмотрите еще пару роликов, которые у меня есть для вас. Оставайтесь.